Жительница Мичигана, США, по имени Сьюзан, в ветреный майский день вышла на крыльцо и увидела, что на земле лежит что-то розовое, очень маленькое и хрупкое. Рядом с ее домом часто гнездились мексиканские чечевицы. Но на этот раз семейство свило гнездо на венке, висящем на светильнике. Конструкция была хрупкой, и сильный ветер сбил гнездо вместе с птенцами. Только один птенец смог выжить, и Сьюзан решила всеми силами спасти маленькую жизнь. Она сразу начала согревать его, изучила в интернете, как кормить птенцов, и накормила с зубочистки. Малыш получил кличку Тверп. Сначала Сьюзан слабо надеялась на то, что птенчик выживет, ведь несмотря на ее усилия, он оставался слабым. Но уже через неделю Тверп начал поправляться. Она и не заметила, как ее подопечный оперился и открыл глазки. Когда я нашла его, он был просто голым маленьким существом с пушком на голове и размером с мой большой палец, рассказала Сьюзан. Потом у него стали появляться перышки, и он стал напоминать крошечного динозавра. Вскоре Тверпа переселили в клетку, и Сьюзан начала выносить его на улицу, чтобы он привыкал к звукам и природе. Не прошло и нескольких дней, как уже достаточно подросший птенчик научился летать. Мы гуляли по саду, пока он сидел у меня на плече. Он сам неожиданно взлетел и сел на дерево. Правда, почти сразу вернулся обратно, рассказывает женщина. С того дня Тверп начал проводить все больше времени на улице, летая самостоятельно. Но каждый раз, когда он видел Сьюзан на улице, тут же подлетал к ней, прося еды. Женщина решила немного ему помочь, установив птичью кормушку во дворе, куда Тверп часто прилетал. Впереди у Тверпа долгая и счастливая птичья жизнь, и однажды, как бы грустно ни было, он перестал прилетать во двор Сьюзан. Возможно, когда-нибудь он прилетит снова, создать свою семью. Мне было грустно, когда он перестал прилетать, говорит женщина. Но я счастлива, что он вернулся туда, где и должен быть. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.